Добрый вечер, приветствую всех подписчиков на канале. Сегодня у нас будет две распаковки посылок. Первая посылка у нас от подписчика Игорь Русланович, село Степове. Так. По идее все четко посортировано, будем надеяться. Вот. Так, листик. Дякую. И номер карты. Так. Что тут у нас? Медяха. Короче, медяха в пакетике. Радиодетали. И алюминий. Так, коробку убираем. Короче, алюминий. Ну, простяцкий алюминий обычный. Вот. И медь. Ну, мы взвесим потом. Потому что я весы не брал. Пока по радиодеталям по мелким пройдемся. А потом уже, короче, сделаем медь латунь. Так. Так, оперативка отпаянная. КМ-ки. Мосты. Вот так вот. Два моста, короче. Так, чипы. Вот это чипы с оперативки. Это чипы с мобильников. Это черные чипы. Это полубочонки, но их надо будет проверить. Дешевый мост. Процессор компьютерный. Так. Ушастый КТ-пластмасса. Так. Ну, микросхема обычная. Обычная микросхема черная. То есть такая, ну это дешевая очень. Так. Оперативка, чипы. Это те, которые, ну, плоский чип, короче. Так, и немножко радиодеталей. Вот. В общем, с чего мы начнем? Начнем мы вот эти вот платы. Вот такие вот платы пустые, без этих самых, как они называются, без чипов. Они идут 100 гривен килограмм. Вот. Короче, даже не знаю, как правильно это написать. 2 гривны получается. Я так понял. Если у меня с математикой все в порядке. Так. Ну, вот это напишу 12 гривен. С дешевым мостом, короче, 12. Так, что у нас еще есть? Дорогие мосты. 9,5 грамм. Это у нас получается 80, короче, 86 гривен. Это у нас получается. Есть. Так, что у нас еще есть, которое на вес? Так, ну тут не все чипы. Не, то я перепутал тут. Это просто обычный двухсторонний чип. Вот, просто двухсторонка. Короче, я ее засыпаю. Я думал, это под старой оперативки, а это нет. Немного не то это. Так. Что я сделал? Я пакет не взвесил. Так, высыпаем пакет. Пакет тарим. Вот так вот. И в принципе еще... Ну ладно, я отдельно запишу. 5,7 вес. И эти четырехсторонка, короче, вот такие вот, они в такую же цену, как и те. Так, тарим пакетик. По нулям. Что я так как-то... Что-то я разогнался сильно. Короче. Только обратил внимание, что вес не видно. Сейчас мы сделаем просто вот так.
Сейчас заново возьмем. Я их просто смешаю вместе. Чипы эти. Мы пакетик тарим. Вот. И засыпаем их, короче, все вместе туда. Они, в принципе, в одну цену идут. Так, куда он упал? Ага, вот увидел. Увидел. Так. 39 грамм, короче, пишу. 39 на 2,5. Так. Это есть. Эти микросхемы, ну, оттарены. В принципе, пакетик такой же. 25 на 4. На 5 гривен, короче. Это самая-самая, ну, самая обычная дешевая микросхема черная. Так. Что у нас еще получается? Что у нас по пакетикам? Пакетик меньше. То есть у нас вот эти вот пакетики, они меньше. Поэтому я не буду это самое. Сейчас по чипам мобильных телефонов пройдемся. Посмотрим, что у нас тут получается. Так. Ну, так себе, не знаю. Насчет вот этих я не уверен. Вот. Очень не уверен. Надо будет промониторить по поводу вот этих серых чипов. Вот. Не помню я. Идут они, не идут. Ну, взвешиваем как есть, короче. Так, тарим. Включаем весы. Их тут мало совсем. Я думаю, их тут, наверное, грамм может 10. Но это так, на мое мнение лично. Тут мелких куча. Парочка упала. Мне кажется, грамм 10. Даже 7,5. Короче, пишу 7,5 на 13. Есть. Так, теперь чипы оперативной памяти. Пакетик такой же. 4,91. Короче, 5 грамм. Это у нас получается 5 на 5. Вот так вот. Ну, такие, в принципе, можно было и не отпаивать. И у меня есть видеоролик про чипы оперативной памяти. Я вот тут в напоминалку закреплю в углу. Мне кажется, просто не было смысла их снимать. Так, что у нас еще имеется? КМ-ка. Так, магнит. Ну, на магнит не липнет. Тут одна маленькая оранжевая, окукленных где-то около полуграмма. И бескорпусные. Короче, я по 35 гривен грамм вот этот микс посчитаю. То есть получается у нас 2,5 на 35, короче. Вот. Я бы перебрал бы, в принципе, но я сегодня по времени ограничен. Поэтому мы ограничимся тем, что есть. Так, тут все в порядке. На 23 гривны, короче. На 23 гривны полубочонков. Так, и у нас остаются уже не весовые позиции. Вот. То есть у нас получается КТ-пластмасса, кусанная, проверенная, все в порядке. У нас их 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Это куски от нее. 8, короче. Это у нас получается 64 гривны. Пишем 64. И вот такие вот детали тут. Разносорт по мелочи. Вот. Короче, две желтых микросхемы. Это 8. Вот такая вот гривна 50 с маленьким кристальчиком. 9,50. Белый полевик. Ну, его, конечно, куснуть. Вот. Сейчас я его отложу, пока кусну. Короче, получается у нас 9,50, 10, короче. И 1, 2, 3, 4 по 18. Это у нас получается 72, правильно?
Да. И вот этот беленький, я его кусану так, шапка медная. С-под транзистора нам не нужна. Так, где я кусачки подевал? А, вот они слева. Так, кусаем беленький. Смотрим, что у нас тут выходит с ним. Что-то надо подровнять опять. Не полностью скусилось оно. А он у нас внутри. По-моему, он белый внутри. Сейчас я его больше разогну. Не, желтый. Так, короче, плюс 9. Что мне в палец встряло. Так, плюс 9. И остаются у нас медяшка и латунь. Сейчас я тогда... Что я тогда сделаю? Я тогда возьму весы, потому что на... Ну, не получится у меня взвесить. Хоть эти весы, в принципе, такой вес возьмут. Вот эти с синей поверхностью. Но... оно не взвесит. Оно большое, объемное. Поэтому я возьму весы. Пока на паузу поставлю. Так, в общем, организовываем весы. Вот так вот делаем. Оп. Кило 540. Пишу кило 54 на 320. Есть. Медяху прибираю. И кладу алюмиху. И алюмихи кило 800. Плюс кило 800 на 47. Есть. Такое дело. Так, весы я, наверное, уберу, потому что сейчас вторая посылка, они будут мешать. Так, что у нас тут получается? Что у нас получается? Я, наверное, на калькуляторе подобью в этот раз, потому что что-то я сегодня, конечно... То есть я это уже под конец дня делаю распаковки. До них я занимался теми посылками, которые не на распаковке. И, то есть я думаю, мне надо было, наверное, сначала начать с видео, а потом уже заниматься остальными. Но так как уже видео напоследок, то я уже просто, как говорится, как это правильно сказать, логика уже не работает, поэтому сделаем ее. Ну, я потом сразу две вместе подобью. В общем, первая, это у нас вторая. Так, погнали дальше. Вторая посылка у нас от подписчика Анатолий Иванович, мистер, точнее не мистер, а село Тынне. Тынне. Не знаю, никогда не слышал, и неинтересно название такое села. Село Тынне. Так. Так. Не могу понять, как ее открыть. Как она открывается, с какой стороны. Ага, все, понял. Примерно понял. Вот здесь. Здесь и сбоку. Опа. Так. Так, коробку убираем, она нам не нужна. Так, тут какой-то... Опа, бажаємо щастя і достатку, ясного неба і тепла в житті, лише злагоди і порядку, щоб доля світлою була. Вітаємо. Прикольно, конечно. Спасибо за...
Спасибо за такой подарок, конечно. Вот. Володимиру від Анатолия 13.03.25. Но сюда надо было доллары ложить. Вот эти деньги, они не актуальны. Это так чисто. Так чисто, ну, как, не знаю. Как это, как в книге закладку сделать. Чтобы потом... Так, что у нас тут получается? Такие платы. Ну, есть, конечно, неприемная. Я помню, что Анатолий со мной много переписывался. Так. Ага, карта. Доброго дня, Володимир. Моя перша посилочка. Думаю, не остання. Може, щось трохи не так. Спакував, вибачаю, по можливості зробив відеообзор. Дуже дякую. Зробимо. Вже робимо. Не то, щоб ми робимо, а ми вже його робимо. От. Так. Угу. Так, средняя материнка. Пока сюда ее кидаю. Короче, всего потроху. Так. Всего понемногу. Ну, это правильно на самом деле. Зачем выкидывать, если есть смысл отсобирать, отправить, получить какую-нибудь финансовый эффект с этого можно получить какой-то, короче. Так. Фух, головоломка, короче. Я когда в руки разносортицу беру, у меня сразу начинается это, как это правильно сказать. Так, железки не убраны, это плохо. Анатолий. Это я ложу дешевые платы сюда, но не с железом. Ну ладно. Анатолию в первый раз простим, но только в первый раз. Во второй раз мы будем сильно ругаться. Так, ну это бытовая плата. Процессор 1. Ну, ладно, тетрадка пока под этим самым. Так, короче, зеленка. Ну, я ее нормально посчитаю, чтобы Анатолий не расстраивался. Так. Вот это, короче, еще с дешевого. Это из более-менее. Ну, вот так вот сделаем, короче. Посчитаем вот эти платы. Вот эти две платы посчитаем как CD-ROM. Мы их не будем считать как по низкой цене зеленых плат. Да, там, сколько там они там? 40 гривен за килограмм там, или 50. А мы сделаем бонус. И вот эти зеленые платы все, зеленые, да, мы посчитаем по 150 гривен за килограмм. С тем учетом, что тут даже мостик есть, я думаю, будет в принципе справедливо. Так, вот это дорогой телефон. 2 жестких диска. Ну, 2 жестких диска это 60 гривен. Вот. И процессор 10 обычный. Это у нас 70 гривен получается. Сейчас надо не забыть. Надо не забыть и записать. Так, и это еще дешевый телефон. Так, материнка у нас получается, это по 100 гривен за кило. Она полкило весит. Это у нас 50 гривен. И там 70, это 120. То есть пишем 120 плюс. Сейчас мобильники завесим сразу. 35 грамм, 100 грамм 30, 35, короче, на 15 гривен этих получается мобильников. Это я не скидываю на железо. И здесь не скидываю на железо. Короче,
17 и 15. 32 гривны мобильные телефоны. Так, пишем. Плюс 32. Потом у нас идет вот такая вот плата по 150 гривен за килограмм. Оп. 340 грамм. Это у нас получается 45, 50, 55 гривен, короче, получается. 55 гривен пишу. Так, плюс 55 и оперативка. А, вот еще одну забыл. К теме я доплюсовываю, короче. 5 гривен пишу, короче. Так, и оперативки 2 планочки. На 30, 31, 32 гривны, короче. Почти 32 грамма, это у нас 32 гривны. Вот. И вот эта зеленка у нас. Она у нас 15 гривен килограмм. Вот такая вот. Ну, как сказать, зеленка. Бытовуха. Короче, отбрасываю вот такой вот мотлох, короче. Так. И, ну, такие платы, в принципе, ну, от них ничего нет. А если, допустим, Анатолий отправил бы целый ящик таких плат, ну, это просто, я скажу так, что это просто нерентабельно. Вот. Как минимум. Не, в каких-то случаях может и рентабельно, но я, допустим, стараюсь эту самую дешевую по 15 гривен плату стараюсь не принимать. Почему? Потому что, ну, ее проблематично сдать просто, как бы. Ну, вот. Как бы, ну, есть свои нюансы. Плюс очень многие часто ее отправляют неправильно, там, с железом, там, с какими-то этими. Ну, то есть свои нюансы, поэтому я стараюсь не брать. Может летом начну брать, и цена на них будет нормальная. На данный момент пока что нет. Так, КМ-ка. Тут надо будет перебрать. Тут немного пересорт. Это у нас нормально. Ну вот здесь я вот смотрю, реально все нормально. Так, вот это вот можно было от материнки не отрывать. Это оно неинтересно просто. Это этот с-под процессора сокет. Ну, вот, короче, 30 гривен. Процессор зеленка 30. Пишу 30. Так, записи видно, видно. Так, теперь мост. Но мост, конечно, видно, пытались. Ну, кстати, видно, да, он желтенькая. Позолотка в мосте. Это видно, пытались его чем-то срубить, срезать. Нет, так не надо делать. Лучше газом. Газом, горелкой, феном. Не надо вручную его, ну, портится просто. Вот реально тут сколько веса с него пообломалось. Больше половины, наверное, отломано. 3,6 на 9. 3,6 на 9. Это ничего, в принципе, я считаю, как есть оно. Но, тем не менее, как бы, это моя рекомендация по поводу мостов. Лучше их не снимать механическим способом. Так, 803, 808. Так, видно, маркировка не стертая. И здесь тоже, да. 4... 240 гривен. 4 штучки у нас их получается. Так. Да, я их сюда их положу. Так, вот это лишнее поубираю отсюда, чтобы оно не мешало. Так, что у нас тут? КМ5В. Не подписано. Так. Так, вроде открылось. Ну и тут уже еще. Так, какой год? 80-й. Ну вот это нормально. Так, КМ-ки теперь откроем. Надо все коробочки пооткрывать, чтобы она уже была готова, чтобы потом не мучаться с ними. Плюс я так смотрю, вроде они все плюс-минус одинаковые. Чтобы можно одну оттарить, а с остальными уже можно будет работать. Так.
Так, вот это вверх, чтоб не высыпалось. Ага, полевики, диоды тут, короче, разберемся. Так. Но Анатолий долго собирал, реально, я вот вспоминаю, очень долго с ним переписывались, он фотки скидывал там. Тут тоже все подряд. Ну, то есть человек просто консультировался, что приемное, что нет. Я ему отвечал, там, то приемное, то неприемное, то такое, то сякое. То надо так срезать, то надо так, то там... Ну, короче, все вот эти моменты тонкие, как бы. Ну, вот. Поэтому, то есть человек не стеснялся нормально, тут тоже надо будет перебраться, есть нюансы. Так, тут у нас что? Полубочки. Тут тоже с нюансами полубочки я смотрю. Но на первый раз простительно, конечно, потому что человек написал, что первый раз отправляет. Вот, поэтому я считаю, что для первого раза очень даже хорошо. Да даже если и во второй, ну, блин, бывает. Тем более, я так понял, подписчик как бы человек не молодой. Поэтому как бы плюс первый раз он это все делал. Так, я тут где-то видел импорт. Найти бы его, конечно. Ну, тут проскакивает импорт. Вот импорт. Вот такой вот. Вот еще импорт. Вот еще импорт. Ну, основная масса те, что нужны. Я вот этой... как это правильно сказать? Сейчас, я забыл. Сейчас я покажу, что я хотел показать. Самое главное, забыл и закинул их назад. Теперь их надо искать. Ладно, сделаю уже. Сделаю как положено. Может, кому-то это будет в пользу. Ну вот, импортный, да. Он на магнит не берется. Вот, я его... То есть, как бы получается, что я сейчас вот вытащу, да, магнитные все. А не магнитные останутся, мы их просто уберем. Хотя может такое быть, что как бы не магнитных останется очень мало. Но тем не менее надо обязательно проверять. Обязательно надо все эти дела проверять, потому что это упрощает очень сильно работу. Вот. То есть вот это у нас остались неприемные маркировки на них. Я так понял. Не, это магнитный. Еще не прилип, не пойму. Сейчас еще сблизи подойдем. Вот так вот. Тоже прилипли. Вот импорт. Это не полубочонок. И это он импорт, какая-то маркировка сверху набита. Короче, практически сколько? 4 штучки неприемных только получилось. С остальными все в порядке. Как я сделаю? Я тогда высыпаю в руку. Вот так вот. Включаемся. Нули есть. Ноги, правда, недообрезаны. Но, в принципе, я так скажу, что нормально. 41,3 грамма. 41 грамм, короче. 20, 200, 240 гривен напишу, потому что ноги недорезаны. Вот. Небольшой засорчик будет.
Так, выключаем. Что у нас тут? О, написано 79 штук, отлично. Через пакет ничего не видно, но я-то вижу, да, что вот все проверенное, все желтое. Мы Анатолию доверяем и прям полностью все их проверять не будем, потому что я вот вижу, что они все полностью раскусанные. Через пакет хорошо видно. Просто пакет уже потемнел, поэтому может через камеру не передаться. 79 штук. Вот, 79 на 8. Я обычно, когда, ну, нормально все, ну, прикольно, да, все сделано, я ну, как это правильно сказать, я доверяю просто, вот. Поэтому не пересчитываю там, ничего не это. Так, что у нас по микросхеме? Ну, микросхема тоже вся кусаная. Вся, ну, есть импортная попадается, ГДРовская. Ну, мы, ну, тут, то есть тут есть и ГДР, ну, тут есть еще и ушастые, как бы. Вот такие. Короче, мы тогда ничего не будем отнимать. На 420 гривен получается. 104 грамма, 420 гривен. 420 гривен. Есть. Так, тут у нас что? Болгарская одна оранжевая. Точнее, две оранжевых. Окукленные. Это, короче, вперемешку все. Так. Ну, я предлагаю сделать как? Мы оранжевые взвесим отдельно. Вот они, да, две. 1 грамм это у нас 38, 1,05. Короче, 40 гривен пишу. Так, это у нас есть. А эти мы тарим пакетик. Вот эти окукленные и домик один. Они, в принципе, там в одну цену. А вот еще оранжевая одна. Так, поспешил я. 0,15 она весит. То есть это у нас получается 5 гривен. Так, прибираем ее. И тарим кулечек и окукленную КМ-ку высыпаем. Я на магните в начале видео проверял. Тут все нормально, ничего не прилипло. Вот, получается у нас 5,7. 5,7 на 12 есть. Так, потом вот этих красные, их тут получается не по 50 копеек штучка. Они до 82 года все. Раз, два, три, 5, 10, 12 на 6 гривен. Плюс 6. Плюс 6, да? Так, теперь с лампочками разберемся. Сразу показываю. Вот такие в металле лампы, металлические. Они бывают в никеле, вот светлые, да, а бывают позолоченные. То есть вот такие в никеле, они неприемные. Мы их отсюда выбираем. Выбираем их отсюда. Тут их не так уж и много, в принципе. Чуть-чуть совсем. Так, и выкидываем. И остаются нормальные лампочки. Тарим коробочку на весы на 20 гривен получается. 3,5 грамма. Так, и в коробочку назад откладываем. Так, тут у нас металл-стекло. Вот такая вот она, металлическая никелевая. Их очень много на телевизорах бывает, еще на каких-то платах. Но вы ее когда снимаете, она полностью никелевая. И у нее ног может быть, допустим, тут две, там, и тут 3. То есть, а тут полностью рядная, ну, все ноги на месте присутствуют, то есть полный ряд ног. И она желтая. Желтая юбка и желтая вот типа под стеклом. Да? Почему металл-стекло? Потому что это типа стекло. Вот. Как-то так, насколько я помню. Вот. Поэтому вот она желтая, вот такая вот металл-стекло 55, 60, короче, 60 гривен напишу. Вот, чтобы точно не ошибиться. Ну, вот такие два транзистора желтых 603. Два штучки, это у нас на 80 гривен. Так, потом у нас серебро. Немагнитное. Немагнитное серебро. ГОП. 10,7 на 31,50. 10,7 на 31,50.
Есть, 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 есть. А, я же хотел коробочку оттарить. Тарим коробочку. Серебро в коробочку. Почему оттарить? Потому что у нас такая же коробочка. КМ-ка зеленая 7,23, 7,25, короче, пишу. Для ровного счета 7,25 на 48. Вот это напоследок оставим. Тут новые детали, насколько я понял. Так, а тут у нас полевички и вот такие диодики попадаются. Вот такие вот двухножки. Вот. Ну, тут их пара штук всего. Поэтому считаем, что это такое. Расплюснутый какой-то. Ну, это... Есть тут подобные еще. Не пойму. А, ну вот. Ну, грубо говоря, вот. Это как 2 как за 1. И вот такие безногие, это такое, то есть как 2 за 1. То есть получается 1, 2, 3, 4. Белые на проверку. Блин, диоды посчитаю. Как нам? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Безногий 10,5. Еще безногий 11, 12, 13, 14, 15. Белый 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 27, 28, 29 пока. Пока 29. А эти проверять. Сейчас вот желтый безногий 29,5 будет. Опять не раскусился. Сейчас покажу, он у нас белый. Не знаю, видно будет или нет. Вот, показываю. То внутри как ржавый вывод, что ли. Ну, короче, он белый. Не подходит нам. Сейчас второй кусаем. По-моему, такой же. Короче, такой же белый внутри. Просто я боюсь, что на камеру может быть не видно. Так, ну тут в принципе видно, он шапка съехала. Вон видно, что белый. Плюс я сейчас еще его разомкну. Ай. Вообще лучше такие вещи самостоятельно делать. Вот. Тоже видно, что белый. Опять же, повторяюсь, на камеру может быть не видно. О, тут тоже, вот он. Шапка съехала, вот он белый. Вот. Тут хорошо. Тут вообще отлично видно, что он тупо белый полностью. Вот эта вот точка черная, вот это его вывод. И вот она все внутри платформа, она белая. Короче, выкидываем 29,5 на 18. Так, закрываем, чтобы тут оно не рассыпалось. И переходим к последним вкусным деталям, короче, получается. Так. Пустышка. Односторонка. И что тут еще у нас есть? Так, все. Так, восьминогие в металле. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 350 гривен. Металл 8 ног. Вот, чтобы все видели, как оно выглядит. Так, это у нас
одна сторонка. А вот это у нас пустышки. Вот они. Сверху, снизу точнее, серые. Сверху серые. Сколько у нас их получается? У меня в руке две. Тут раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, 20, 22. Пишу 22 на 15 есть. А здесь у нас получается раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8. Пишу 8 на 27. И новый полевик 20, короче. Так, 20. И все, в принципе. О, так. И можно перейти к подсчетам. Я тогда на паузу сейчас поставлю, по-нормальному посчитаю, потому что я уверен, что если я сейчас начну устно считать, тут я по-любому ошибок наделаю. Потому что реально, говорю, логический мой процессор уже на сегодня себя, как говорится, уже отработал. Так, в общем, подбил я суммы. У нас получается по первой посылке 1170 гривен. По второй посылке у нас получается 4250 гривен. В общем, показываю это. Но ошибок тут точно не будет, потому что калькулятор, как бы, сами понимаете, какие тут могут быть ошибки. В общем, огромное всем спасибо, что смотрите выпуски, не пропускаете. Тех, кто не видел предыдущие выпуски, предлагаю посмотреть, подписаться, подставить лайк. Самое главное, не отписывайтесь. Вот. Что еще хочу сказать. Всем приятного вечера, всем хороших впечатлений от YouTube в целом. Потому что многие пишут в комментариях, там типа мало видео в YouTube, плохие видео или еще что-то. Нет, я скажу так. Под каждого пользователя идут свои видео. То есть, если в какой-то нише по видеозаписям слабо, может просто какой-то идет, знаете, как тайм-аут. А так в целом, я думаю, что все в принципе в порядке. В общем, приятных просмотров. Всем хорошего вечера. Всем спасибо и всем пока.